Как мне нравится эта фраза от создателей Валеры. Вот он, Валера, друг и помощник. С Валерой мы знакомы давно, но время не стоит на месте. И Валера привел нового друга. Да. Масло. Моторное. Вроде обычное. Да, оно и есть обычное. Для вашего автомобиля просто тестировали его на спортивной машине. Масло от ВМП Авто совершенно гражданское масло, 5В40, но отработало на отлично в 4-часовой гонке. Гонщик похудел на 3 килограмма, а масло не угорело. Секрет в составе, где 3 составляющие успеха. Первое – базовое масло синтетическое. Второе – полимер. Он увеличивает срок службы масла и сохраняет его вязкость. Третье – сбалансированный пакет присадок от ВМП Авто. Защищает мотор от износа и стабилизирует характеристики двигателя от замены до замены. А еще цены радуют. Масло доступное и качественное. А что еще надо? Ссылку я оставил в описании. Там много чего есть. И Валера. Эта машина не для водителя. Это машина для пассажиров. Все мое естество сопротивлялось, но я просунул ноги в спинку переднего кресла. Обзор лучше. А еще в распоряжении пассажира, хотя нет, хозяина, хотя хозяин это Игорь, а мы едем на экспонате музея праворуких автомобилей. Так вот, в распоряжении хозяина есть свой кондиционер с ионизатором воздуха. Вообще тут 2 кондиционера. Также есть магнитофон, кассетный, естественно, с Dolby Surround звуком. Вот, видите, кнопочка. А также функция, как это сказать, диктофона. Нажимаете вот здесь вот на кнопочку «Микрофон» и записываете свои умные мысли, желательно на японском языке. К тому же можно управлять задним сиденьем. Вот я уехал назад, уехал вперед, приподнял спинку, нет, подпопник. С правой стороны есть массаж. Кнопочка сверху нажимаете, и где-то в районе поясницы вам начинает делать ззз. Подсветочка имеется. Божественно. А еще тут когда-то, но, увы, не сохранилось, в комплектацию входили мягкие тапочки, повязки на глазах, чтобы спать сладенько. А с правой стороны в кармашке, жаль, тоже не сохранилось, была ложечка для обуви. Хотите верьте, хотите нет, но в Японии есть автомобиль высшего уровня, недостижимого уровня. На нем ездит император, премьер-министр, министр Японии. Тем удивительнее было встретить его в Москве. И кому за это спасибо? Конечно, Игорю, императору музея японских автомобилей. Аригато, Игорь-сан. С чего все началось? Легенд несколько, мы в них копаться не будем. Основной вектор появления был банален. Конкуренты в середине 60-х годов выпустили суперавтомобили повышенного комфорта. Nissan President и Cedric Special. А Toyota нет. Как так? Подумали на заводе и поручили еще молодому инженеру Кении Накамуре исправить положение. И в 1967-м, а это на 2 года позже, чем у других, появился он – Toyota Century. Название Century переводится как «век», «столетие». Выпуск машины приурочили к юбилею основателя фирмы Toyota Industry Сакиты Тойоды. Кстати, эмблема у машины – это феникс. По-японски я не выговорю его название.
Внешность, кто-то скажет, устаревшая, если знать, что наш образец 1992 года. Но вы ничего не понимаете. Внешность автомобиля консервативная. И создана она была, конечно, с оглядкой на американскую моду, но в традициях уже зародившегося к середине 60-х японского стиля. Я сейчас вам вот что скажу. Облик автомобиля не менялся на протяжении 30 лет. Нет, были незначительные визуальные и значительные технические изменения. Но Century всегда оставался самим собой. Модные тенденции для неокрепшей молодежи, стиль для состоявшихся мужчин. Нет смысла перечислять изменения. Монументальный силуэт немаленького корабля оставался неизменен. Кстати, в длину от бампера до бампера 5120 мм, а между осями 2860 мм. А сами бамперы? Стальные хромированные губы с интегрированными габаритами и поворотниками. Что интересно, хрома на машине немало, но сказать, что переборщили, совершенно нельзя. Он подчеркивает лишь статусность. По поводу поворотников. В Японии этот цвет называется не желтый, не оранжевый, а янтарный. Это так, ремарочка. Про внешность хватит, вы ее и так видите. А вот чего вы не видите, но знать обязаны, это про подвеску. Она независимая, спереди многорычажка. Там Макферсон. Сзади мост настоящий. Пружины, тяги и стабилизатор. Из милого. На кардане нет промежуточных опор. Крестовины там двойные, этакие коротенькие карданчики. Ну и после очередного постоянного микрорестайлинга установлены дисковые тормоза. А сейчас в салон, и вы поймете, что это круче, чем Роллс-Ройсы. Я прямо чувствую вес двери. Так, на водительское место. Я уже говорил, что машина ориентирована на пассажира, но и водителю тут песенно. Вот, например, руль поднимается для удобства посадки. Но сиденье в данном случае уже отодвинуто до упора. Чем отделан салон? Натуральным деревом, где можно, и велюром. Кто-то скажет, а чё не кожей? Вот если бы кожей, тогда лухари, а так попса. А вы попробуйте по велюру задом своим поелозить и прислушайтесь, какие звуки раздаются. Никаких. Скрип кожи вашим задом нарушает умиротворение и спокойствие, которое тут веет везде. А еще тут веет климатическая установка. Приборная панель практически цифровая. Тут 8 стеклоподъемников. Вы спросите, а зачем? Тут же 4 окна, а вы форточки посчитали? Они тоже с электроприводом, и сейчас покажу. Регулируемые зеркала на крыльях. А еще есть кнопочка, которая сразу опускает стекло автоматически, ну и поднимает. А есть клавиша, которая делает это по чуть-чуть. Ну и, конечно же, форточка. Всякие подогревы и жар-птица нарисована. А, кстати, и пепельница с прикуривателем. С самого появления Century тут ставились большие и мощные моторы. Такие двигатели не ставились на другие модели компании. Только Centuria имела на это право. У V-образной восьмерки постоянно рос объем и мощность. У нас, так сказать, золотая середина. 3 литра, 180 лошадиных сил. Кстати, выпускалось 3 версии кузова. Стандартная, удлиненная, как у нас, на 20 сантиметров, и лимузин. Теперь багажное отделение. Centuria может и умеет вести своего хозяина по островному государству. И что? Тут гидравлические упоры, если что.
Докаточка спрятана под чехлом. За ней домкратик. Кофр мягкий под что-то нужное. И вот такая вот длинная история. Я не знаю для чего, ну, самурайский меч. И ценителям такой техники я не могу не напомнить, что новый автомобиль надо искать на сайте автоспот.ру. Ведь тут уже собраны все актуальные предложения, а самое главное, что они от официальных дилеров. Вот, допустим, нужен вам, естественно, китайский кроссовер. Выбираете марку и модель, а дальше просто ищите лучшие предложения. Если в городе мало предложений, поменяйте на соседний и узнаете, что там по скидкам. А можно сделать еще проще – оставить заявку на нужную модель и получить предложение. Так что если в планах покупка нового автомобиля, автоспот.ру, ведь там есть скидки не только за кредит, но и за наличные. Ссылку по традиции я оставил в описании. Возвращаясь в салон, еще надо отметить, что за каждую функцию тут отвечает своя кнопка. Все они с подписями, жаль, что японскими иероглифами. Но интуитивно можно разобраться, но это не точно. Сиденья имеют массу регулировок и вперед, и назад, и спинка, и поясной упор, и вот этот подъем подколенный. Но вы удивитесь, это самая бедная комплектация Century. Подлокотничек с двойным дном. Ящичек вещевой, пепельница, как я говорил, в каждой двери. Подстаканнички 2 штуки. Бардачок, ну тоже с намеками на подстаканнички. Тут ничего нет. Когда включится кондиционер, можно установить флажок посередине, и тогда дефлекторы будут автоматически рассеивать воздух по салону, двигаться влево и вправо. Ну, раньше здесь был магнитофон, но что имеем, то имеем. Итак, запускаем двигатель. И знаете, стартер молотит громче, чем работает запущенный двигатель. Я его, честно говоря, если закрыть все окна плотно, практически не слышу. Но обороты мотора я могу контролировать по электронному тахометру. Тут вообще, как я говорил, вся приборка электронная. Все, что обычно говорят про обычный автомобиль, про Century говорить не принято. Вот, например, разгон до 100 км в час. Зачем вам это знать? Я уверен, его и владелец автомобиля не ведает. Черная машина разбегается уверенно и очень динамично. На ранних моделях рукоятка переключения КПП находилась вот здесь, под рулем, а вернее на центральной торпедо и торчала вверх, такой вечный торчок. Потом машину, естественно, улучшали и рукоятку перенесли на знакомое нам место, что в принципе удобно. И коробочка теперь здесь 4-ступенчатая. И я совершенно не ощущаю, как они, передачи, переключаются. О. А вот как машина едет, рассказать можно. Вальяжно, степенно и даже слишком валко. Ход подвески большой. Но это сделано намеренно. Ни одна колдоебина не должна досаждать пассажирам. Лучше раскачаться на волнах дороги, чем пробиться через подвеску ударом. Ну и крены в поворотах очень американские. Знаете, в чем магия? Это ни разу не дерзкая и не веселая машина. Это степенный, комфортный автомобиль. Да, она может зажечь резину и нестись, нарушая правила дорожного движения. Но тут не про это. Здесь достоинство и комфорт. До такого автомобиля дорасти надо. А еще тут музыку включить хочется. Здесь стереосистема с объемным звуком. Но музыку включать нельзя. Это нарушение авторского права, мать ее. Поэтому слушайте мою нудную болтовню.
А еще в салоне уютно ночью, когда горят болотными гнилушками все включенные кнопочки. А у фар есть функция авто, которая переключает свет с дальнего на ближний, когда это необходимо. Каждый Century собирался и красился вручную на заводе Kanta Auto Works. В 1997 году на свет появилось второе поколение модели. Сегодня на внутреннем рынке есть третье, но все они на себе несут преемственность поколений. Восьмицилиндровый двигатель, какой у него мягкий шелест, свой голос бархатистый. Так, по поводу зеркал на крыльях. Сначала ты к ним не можешь привыкнуть, а потом как привыкнешь и понимаешь, почему именно в Японии на автомобилях они сохранились дольше всего. На узких улицах с такими зеркалами проще всего ориентироваться. Мертвых зон практически нет. Да. Нет. Ведь, как всегда, что-то упустил, что-то недорассказал, но для этого есть музей, где вам всегда рады. Автомобильная история, она многогранна и интересна. Главное, не политизировать, что у меня практически не получается. Но охоту я продолжаю.